Иванович всю жизнь проработал лесником. Он мечтал об этом с детства, как и его дедушка. Он всю жизнь был рейнджером, так что у них уже была семья. Отец Ивановича бросил работу лесничего, поступил в военно-морское училище и стал капитаном дальнего плавания. В результате Иванович виделся с отцом лишь несколько раз в год. Дедушка Иванович воспитывал внука и практически жил с ним, чтобы дед смог воспитать ему достойную замену. Так Иваныч прижился в нашем лесу, а выйдя на пенсию, занял законное место деда. Когда с Ивановичем в лесу случилось происшествие, в этом не было ничего необычного, и он не мог представить, что это происшествие будет продолжаться через несколько лет. В этом происшествии не было ничего необычного, такое могло случиться с любым охранником несколько раз. Однажды Иванович нашел в лесу волка, попавшего в капкан. Бедняжка долгое время находилась в ловушке и не шевелилась. Обычно, если пойманное неподвижное животное видит человека, оно пугается, начинает дергаться, пытается убежать и даже кусает лапу. Он даже не колебался, а может, считал признаки трусости слишком благородными и унизительными, а может быть просто устал и вымотался. Иванович осторожно подошел к зверю, по привычке обошел его слева, но все же понял, что волк его увидел. Но привычка есть привычка. Волк не повернул головы, только глазами следил за человеком. Очевидно, этот волк был очень умен. Он осторожно перевел взгляд с Ивановича на свой пистолет и тотчас же напрягся и оскалил зубы. Волки рычат, как собаки, когда улыбаются. Обычно они молча раскрывают свой арсенал, сжимают руки в гармошку, поднимают морды и обнажают свои 5-дюймовые передние зубы. Он тут же откинул уши и показал зубы. Иванович понял, что дело серьезное, волк должен быть человеком, охотником или кем-то другим, ибо у Ивановича была палка, и он точно знал, для чего она. Волк хорошо знал это оружие. Где, как и почему, никто не знает, потому что волк не может рассказать свою историю за чашкой чая. Единственное, чего волк не мог понять, так это того, кто так осторожно ходил вокруг него. Почему он пришел? Почему не выстрелил, что он сделал? Понятно, что Иваныч хотел освободить из серого человека, но как? Ближе он не может подойти и не может дотянуться. Необходимо укрытие, сдерживание, и это делалось в прошлом, когда лес был сплошным. Подойдя к ловушке, животное автоматически пытается отступить, голова оттягивается назад, защемленная лапа тянется под ловушку. Один держит ловушку, другой выпускает зверька, и тот тут же убегает. Но Иванович был один, а дома был хоть какой-нибудь ошейник, железяка или фанера. Но обратный путь занял полдня туда, полдня обратно. Волк был голоден и хотел пить, поэтому ему нужно было идти быстро. Тогда Иваныч решил использовать вместо глушителя пистолет. Иванович понял, как животное на него отреагировало, медленно подошел к волку и протянул ему пистолет. Добрые слова были бесполезны. Собака понимает человеческую речь и может уловить интонацию, а волк никогда не слышит человеческого голоса и не знает, вежливо ли с ним разговаривают. Для волка этот звук может быть воспринят как агрессия. Тут Иванович решил, что лучше промолчать, протянул руку, схватился за ружье как за палку, и медленно подошел к волку, который нехотя запрокинул голову и повернул ствол. Иванович положил ружье волку на лапу лицом к морде и медленно и осторожно отвел руку, стараясь смотреть прямо перед собой, не сводя глаз с волка. Иванович протянул лапу, почти касаясь его, чтобы показать свое превосходство. В этот момент он вспомнил, что сделал неверный шаг. Ошибка, которая может стоить вам жизни. Иванович забыл включить охранное устройство. «Должно быть, я старею», — подумал он. Если бы свободный волк вскочил и побежал в лес, оружие могло взорваться при ударе, а не в полете. Но волк отказался бежать. Она стояла неподвижно, словно ожидая, когда он опустит пистолет. Удивленный Иванович мягко протянул ему руку и взял ее. Ничто не мешало освободившемуся волку отдернуть руку человека. Но он спокойно ждал, пока Иванович поднимет оружие и отступит на несколько шагов.
Только тогда волк встал, отполз обратно в кусты и на мгновение повернулся, чтобы посмотреть человеку в глаза. С этого момента Иваныч часто видел волка в лесу, как бы наблюдая за ним или защищая его. С тех пор прошло несколько лет. Иваныч все реже видел своего друга в лесу. В дикой природе волки живут не так долго, как в неволе. В лесу животные стареют быстрее. В то время в стране особо ничего не ладилось, но все мы помним такие слова, как перестройка, приватизация, ваучеры и гуманитарная помощь. Иваныч купил коробочку семечек, чай, кофе и может быть еще что-то. Кто-то пьет, мало ли что, по-русски ни слова не знает. Пыль и порошок в белой или желтоватой банке. Иванович положил ложку в чашку, налил в нее горячей воды и сделал глоток. Отвратительно, даже собаки так не делают, подумала она. Горло Ивановича вдруг сжалось, и он был рад, что задержал дыхание, но только что закашлялся, как только выдохнул, опять сжало. Он ясно почувствовал, как у него начали опухать глаза, из глаз потекли слезы и сопли, и он потерял сознание. Вся деревня его хоронила и говорила, что у Ивановича аллергия на какое-то неизвестное вещество. Когда полиция обыскала его дом, они обнаружили на столе такую же банку с недопитым напитком рядом. Спросил он свидетеля: откуда мы знаем, было ли в нем стекло, по крайней мере, он так предполагал. Говорили, что это его любимый стакан. Странный порошкообразный эпоксидный клей. Написано по-немецки. Задумчиво сказал офицер. В день похорон вся деревня собралась на кладбище проститься.